Итак, у нас 7 видов линз от компании Sanvi. Все коробки практически одинаковые, поэтому я их подписал. Так, линза номер 1 поставляется вот в такой коробочке. Очень хорошая упаковка. Толстый пенополистирол вспененный. В комплекте у нас идет 2 линзы. Больше ничего нету. Итак, первая линза у нас вот маркировочка. Вот такая вот маркировочка. Сзади довольно-таки большой кулер. Подключение 3 провода. Снизу нету ни чипа, ничего. Итак, линза номер 1. Подключил. Черный, красный, 2 провода. Желтый у нас идет на плюс. Ну да, на минус не идет. Светит довольно узко. И очень сразу бросается в глаза синева. То есть это очень неприятно, скажем прямо. Так, экспозицию на минимум. Так, это у нас ближний свет. Дальний свет у нас выглядит вот так. Просто поднимается шторка, экспозиция зафиксирована. Так, выдает данная линза, можно сказать, на холодную. Ну, она минуты 3-4 поработала. 7200 люксов максимум. Ну, дальний свет у нас, в принципе, не изменился. Примерно 7200 люксов выдает данная линза. 7300. Так и запишем. Итак, линза номер 2. Упаковка стандартная. Здесь идет отдельный драйвер. Вот такая вот линза. Весьма компактная, коротенькая, то есть вот она помещается у меня поперек ладони, можно сказать. Итак, линза номер 2. Sanvi номер 2. Ну, в принципе, белый свет даже более холодный, я бы сказал. Дальний свет здесь подключается шторкой, но его неудобно клацать, поэтому будет у нас ручной режим. То есть примерно вот так. 2 бугорка. Есть небольшая краснота, но линза реально выдает очень мало. 3700, 3800. Слабенько, слабенько. Какой ты был, такой ты и остался. 3700 люксов. Все, переходим к следующей линзе номер 3. Итак, смотрите, это у нас линза А7 плюс Аузум. Это у нас линза номер 3. Называется Sanvi Pro. Вот видите, линза какая. А теперь смотрите, линза Auzum A7, она же AMS Z7. Решеточка, ребро. И здесь то же самое. Так, выставил я 2 линзы, Auzum A7 и Sanvi Pro. То есть, напоминаю, линзы максимально похожие между собой. Здесь есть маркировка на отражателе, она очень мелкая. И цифры там отличаются. CM011, а на Sanvi CM031. То есть в чем-то разница, видимо, есть. Так, в общем, 2 линзы у нас сведены в одну точку. Закрываю Auzum A7.
горит, светит Санви. От креста практически до пола. Теперь закрываю Санви, остается Аузум. Видите, то есть что-то происходит снизу у нас. Итак, это у нас Санви Pro. Это у нас Аузум. Я думаю, что происходит? У меня плавит линза эту пупырчатую штуку. Итак, это у нас Санви Pro. Мы смотрим, сколько света у нас на стене. Теперь Аузум А7. Ну, А7 плюс, если быть точнее. Ну, Санви Pro очень интересно светит. Прям очень. Максимум здесь я получаю около 9000 люксов. Теперь сейчас подключаем Санви Pro. Итак, у нас здесь 8. То есть модули очень похожи, но немножко по-разному заточены. Аузум все-таки больше в пиковой яркости. Ну а Санви Pro сделали уклон на большую равномерность. Вот я ее только включил. Она вот выдала там 8,5. Ну сейчас вот она прогревается. 7600. 8300. Ну вот 8300 где-то пик здесь. Крышечка еще закрывает здесь. Все, вот 8400, 8500. Ну, то есть разница в 500 люксов не критичная, я считаю. Линзы максимально похожие по конструкции, но свет отличается довольно-таки сильно. Еще замеряем на Санви Pro дальний свет. Шторка биполярная, то есть можно подключать белый-синий и синий с белым, ну то есть наоборот, будет работать без разницы. Итак, у нас дальний свет. Вот так он выглядит, если экспозицию сделать на минимум. 12700 люксов. Ну, значение очень приличное. Выжимают из этих линз уже все возможное и невозможное. Так, линза Санви под номером 4. Весьма массивная задняя часть. Толстая рамочка. Кольцо черного цвета, глянцевое. Снизу видно элементы шторки вот здесь. Управление по 4 проводам. Кулер весьма массивный. Включаем, смотрим. Так, Санви под номером 4. Смотрим, как она светит. Довольно узко, довольно ярко. Красная засветка от второго чипа. Ближний свет выдает у нас около 7500 люксов. Вот здесь вот что-то есть 7700. Итак, образец номер 4 выдает в дальнем свете у нас
Максимум 8300. $8400. То есть какой-то значительной прибавки нету. То есть дальний свет здесь вроде как и есть, там второй чип, но почему-то яркости мало. Так, линзы номер 5. Довольно-таки насыщенная тут упаковка. Тут есть крепежи. Вот такие вот. Есть блочок драйвер. LED Car Headlights написано. И, собственно, сама линза. Линза компактная. По всей видимости, это либо 2.5, либо 2.8. Не написано ничего. Ну, где-то я уже такое видел. То есть линза весьма компактная. Посмотрим, как она светит. Так, выглядит это вот так. Довольно неплохо, кстати. К земле. Ну, по краям есть такие пятнышки. Пятнистость. Выдает эта линза всего лишь 5600. Ну, для такого размера, в принципе, это неплохо. То есть весьма компактная линза. От нее требовать каких-то сверх результатов не стоит. Ну, дальний свет у нас вот такой вот. Тоже парочка у нас рогов есть. Ну вот, в принципе, как он выдавал 5,5. Она выдавала, линза. Так она и выдает. Так, линза Sanvi под номером 6. Это у нас линза в форм-факторе 2,5 дюйма. Под гаечку. Наподобие G5 линз биксеноновых. Имеет внешний выносной драйвер. И комплект шайбочек, гаечек, колечек и так далее. В принципе, неплохо все, мне нравится. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, выдает линза 2,5 дюйма, 5300 люксов. При этом равномерность очень хорошая. Идет вот к земле свет, допустим, вот здесь 400 люксов выдает. То есть свет равномерно хорошо распределяется. Вот так выглядит дальний свет. Камера, она вот не передает ту яркость, которая есть. Поэтому как было вот 5300 люксов, так и есть. То есть ничего тут не добавилось. И вообще непонятно, почему на этих всех коробках написано LED плюс лазер. Так, линза Sanvi под номером 7. Выглядит вот так. Снизу у нас выступ от рефлектора для второго чипа. Черный и красный провода, 4-проводное. Кулер сверху у нас. Ну, довольно сомнительное решение, как по мне. Рамка очень толстая, прям ну, нереально толстая. Не знаю, для чего так делать. Возможно, для того, чтобы родные линзы, если они биксеноновые, допустим, они вот сюда выступают, то за счет рамки немножко вот это расстояние у нас увеличивается. Ну, это только мои предположения. Подключаем и смотрим, как она светит. Оно светит вот так. Сейчас хочу просто показать, как отдельно у нас светят чипы. То есть основной чип и дополнительный. Итак, экспозиция у нас на минимуме стоит. Закрываю. Сначала дополнительный чип.
Видите, краснота уходит. Теперь закрываю основной чип рукой. Ну, как бы линзу снизу рукой закрываю. Только оно печет хорошо. Все, вот это у нас светит примерно второй чип. Теперь закрываю второй чип. Все, темнота. Видите, второй чип вот так светит. А так вот основной. А вот так вот вместе. То есть примерно вот так светит дополнительный чип. Все, теперь идем мерять. Уже 12 часов ночи. Тяжелый был рабочий день, жара. Уже тяжко делать обзоры, конечно. Да, около 6200 люксов. Не супер ярко, потому что другие модели показали даже больше. Вот так светит дальний свет на данной линзе. Экспозицию на минимум. Ну, здесь, в принципе, есть кругляшочек. То есть ярко выраженное горячее пятно. Выдает она не сильно густо. 6800. Итак, это у нас первый образец. Линзу держу возле стула. Шевелить сильно линзу не могу, потому что крепление не сильно удобное. До машины 60 метров. Чуть дальше машины, ну, естественно, 70. То есть линза сейчас на уровне 80 сантиметров от земли, скажем так. Смотрим, как она светит. Запоминаем, как она светит. Выводы. Сейчас пока рано какие-то говорить. Ну, светит средненько, скажем так. В принципе, на асфальте, если это асфальтом можно назвать, все нормально. То есть сильных каких-то пятен нет. Синева, конечно. Кстати, фокус и экспозицию я заблокировал. То есть все линзы будут в одинаковых условиях сняты. Вот так у нас светит первая линза. Еще раз смотрим на нее. Дальний клацать я не буду. В 90% случаев людям важен ближний. Как раз напротив в конце ряда будка сторожевая. Не хочу охрану теребить лишними вспышками света. Ну, по видео, конечно, сложно сказать. По глазам, ну, видно все до конца, в принципе, но сказать, что там что-то экстраординарное, сложно. Обочина у нас вот здесь. Вот такой вот образец у нас номер 2. Итак, образец номер 3. Это у нас линза. Ну да, я фокус заблокировал. Это Sanvi Pro. Ну, это прям уже ощущается такая плотность света, яркость. Ну, что я могу сказать? Цвет классный. Пятно, конечно, есть небольшое. И нет такой красноты и рыжни, как на линзе Auzum. Ну, по крайней мере, это было много сильно этой рыжни на линзе до обновления. Очень и очень интересный, хороший свет. Еще раз посмотрим на него. До машины 70 метров, там до будки 80 все. Там до машины 60 метров. Переходим к образцу номер 4. Так, образец номер 4. Сразу ощущается, что свет гораздо дальше от машины. То
То есть он начинается метра за 3, наверное, где-то. Вот стула, вот свет. Вдаль, в принципе, тоже все неплохо. Плотность света хорошая. Но опять же, вот сразу обочина справа уже теряется сильно. То есть узковато эти линзы светят. Но это, я так понимаю, больше трассовый вариант. Кому нужно вдаль. Ярко выраженных пятен никаких нету. То есть свет очень достойный. Светотеневая граница у нас имеет синеву, но вполне себе умеренную. Образец номер 5. Это у нас линза 2,5 дюйма или 2,8 под шпильки. От машины у нас вот такой вот полукруг начинается. В принципе, не сильно далеко, метра полтора. Если навести линзу туда метров на 70, то от машины где-то 1,5 метра. Ну, опять же, вот это свет вот таким вот образом у нас обрезается. И, как по мне, это очень сильно. Вдаль у нас, в принципе, тоже все неплохо. Горячее пятно по центру какое-то такое, достаточно большое. Вот оно, его видно. Опять же, это больше, мне кажется, трассовый вариант. Потому что вот для города надо, чтобы была максимальная ширина вот здесь, куда я навожу. А тут света нет, как бы. Поэтому эта линза подойдет больше для трассы. Так, образец номер 6. Свет от машины начинается метра 2. Ну, светит интересненько, но опять же, далеко от машины, мне кажется. То есть свет прям сильно далеко начинается. Ну, это больше, может, для низких машин подойдет. То есть, допустим, вот я опущу на уровень где-то 70 сантиметров. Ну, большой разницы нету. 80 сантиметров, то есть свет не сильно меняется от высоты. Вот, допустим, навожу на машину сейчас где-то 90 сантиметров. А теперь вот опустил где-то уровень 70 сантиметров. Ну, то есть здесь неплохо все, в принципе, тоже видно, равномерно. Опять же, синева, светотеневой граница. Никаких горячих пятен дополнительных особо нету. То есть свет вполне себе равномерный. Так, линза номер 7, Sanvi. Опять же, свет начинается, как по мне, очень далеко от машины, да, от стула. Вот стула, а вот свет. Не знаю, он начинается метра 3, наверное, 3,5. Свет равномерный, никаких пятен особо нету. Небольшая желтизна около СТГ присутствует. Света достаточно, видно все до конца. Небольшая синева в СТГ. Сейчас я отнесу линзы Sanvi в гараж. Возьму сейчас Auzum A7 Plus, G15 Infolight и Infolight Deluxe. И сравним их еще. Итак, сравним с линзами Sanvi Pro линзу Auzum A7 Plus от компании AMS. Экспозиция, автофокус заблокированы. Вот так светит данная линза. В целом светит достаточно близко от машины, но все-таки немножко подальше, чем. Ну, я думаю, полметра тут погоды вообще не составит. Давайте посмотрим вдаль.
Вдали мы видим желтенькое пятно. Не очень приятное, скажем так. Светотеневая граница имеет синеву небольшую, в принципе, как у всех линз. И белое пятно, которое на асфальте, оно чуть-чуть сильнее, чем на Sunvi Pro. Ну, в целом линза светит плотно, хорошо. То есть особенно метров, я не знаю, 20 до пятна белого отличный свет. Дальше у нас появляется пятнышко, но в целом все видно хорошо, ямы более-менее. Так, линза Infolight Deluxe. Светит от машины метра 3. Ну, от стула. Метра 3 светит. Свет плотный, равномерный. Небольшая краснота в конце, в СТГ именно. Но на дороге ее нету как бы. То есть аж красный бампер там у машины. А дальше, в принципе, все нормально. Вот небольшая краснота присутствует. А так, синева в СТГ есть, очень минимальная. По сравнению с линзами Sunvi, ее практически нету. То есть неплохая, мне кажется, трассовая линза. Потому что перед машиной вот сбоку, допустим, будет мало света. То есть обочины маловато хватает. Ну, итак, линза Infolight G15, она же UPS Explorer. Впервые я ее включаю на дороге. Что могу сказать? Свет нереально равномерный. Синева небольшая в СТГ средняя. От машины, конечно, начинается немножко далековато, метра 2, наверное. Обочину, конечно, она хватает только по верхам, допустим, по низу будет слабовато. Ну, с учетом того, что их две, ну, хотя вот здесь, вот если смотреть, то вполне себе достаточно видно там. Это означает что? Что будет видно пешеходов, когда поворачиваешь. То есть линза, как и в гараже, показала себя очень неплохо по ширине. Она светит как ксенон примерно, то есть бело-желтый свет. Но при этом очень равномерно и до конца. Пятен практически никаких нет на дороге. Итак, начал прогревать первые 3 линзы. Это номер 1, это номер 2 и это номер 3. В общем-то, процесс пошел. Через час я буду их промерять заново. И, кстати, вот записывать вот сразу сюда. Х это холодная, Г это горячая. Так, последняя линза, которую сейчас я замерю температуру. Auzuma 7. Сейчас включим подсветочку. Даже вот 59 тут. Если там куда-то ближе к чипу оно как-то. Ну, то есть вот 50, вот, 60 градусов. Вот так вот. Что у нас получилось? Все линзы я тестировал на столе, то есть не в закрытой фаре. Соответственно, просадка по освещенности не сильно большая. То есть, ну, в пределах, я думаю, 5% основная масса. То есть 7700, 7500, там 8800, вот этот Sunvi Pro дал, это номер 3 линза. А после часа был 8400, при этом у него температура была 54. Auzum был 9300, A7+, а дал 9100, то есть он после прогрева где-то на 600 люксов ярче, но при этом и горячее. Ну, в принципе, я это и хотел проверить. Все остальное, в принципе, то же самое, там 200-300 люксов просад после часа. Значит, самый горячий у нас оказался слабая линза, которая номер 2. Она всего лишь дала 4000 люксов, но нагрелась до 61 градуса.
И 2,5 дюйма линза, это под гайку 63 градуса, это номер 6 у нас. Просад не сильно был большой, это под номером 6, вот 5600, 5200. Но 63 градуса сильно нагрелась. То есть, ну, в целом, сами все видите. Я как бы за то, чтобы свет был и ярким, и равномерным, и при этом, чтобы линза не сильно грелась. То есть, в принципе, Auzum светит хорошо, все понравилось, но чуть-чуть более сбалансированный, мне кажется, модуль Sanvi Pro. G15 и Infolight Deluxe я прогревал также на столе при плюс 30, ролик у меня есть на канале. На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч, до новых тестов и обзоров. Всем пока!